Расскажу об еще одном гестхаусе в Бухаре. Мы в Бухаре останавливались не в гостинице, именно в гестхаусе. Здесь их очень много. Здесь буквально каждое второе здание это либо гестхаус, либо отель. Но в отелях, как правило, там не хватает кровати, поэтому есть семейные гестхаусы. Гестхаус Азиз Джон, он находится в закоулке. Вот если смотреть по этой дороге, здесь каких-то других обозначений нету, но вот есть ориентир. Пайрави хостел, Анинур. Азимджон, правда, не указан. Но вы идете вовнутрь по этой уличке. Этому дому куча тысяч лет, поэтому все здесь как было, те же самые ставни. Мне понравились, как закрываются вот эти ставни. Мы приехали вечером, ломились, короче, вот эта петля железная, она реально держит. Приходит такая маленькая комнатка, в дальнейшем ребята здесь делают ресепшн. Это внутренний дворик, тоже в дальнейшем будет доделываться. Здесь, возможно, будет какой-то топчан. Так, столики наверху, и здесь есть несколько номеров. Из готовых номеров вот этот номер готовый, вот этот под реконструкцию, он тоже делается. Здесь номер поменьше с этой стороны, и готовый номер, получается, вторая комната и третья на третьем этаже. В первом этаже есть дворик, здесь туалет, ванная, здесь же имеется стиралка, если вам постираться надо в самый раз. Завтраки у них проходят, можно попросить накрыть здесь. Можно поставить столик внутри, рядом с кухонкой. Вот эти номера, они как бы необычные в том плане, что как была старая комната, они ее отреставрировали со всей этой мозаикой, со всеми полочками. В самом конце покажу. Эту комнату мы снимали. У них есть комнаты поменьше. Вот эта комната, правда, сейчас еще не убрана. Гости только недавно выехали. Здесь у них 3 кровати. У каждой комнаты есть свой, как говорится, туалет-ванная, ну и туалет-душевая. У нас в комнате есть маленькие такие недочеты, но, как выяснилось, потому что они еще в процессе, поэтому они все это доделывают. Такой номер, здесь он считается все-таки как гестхаус, поэтому ребята берут за одного человека по $15, но если вы вдвоем, полностью эта комната вам обойдется за $30. Это включая завтраки. В комнатах присутствуют кондиционеры, телевизоров, правда, нет, но видно, что выведены провода. Возможно, телевизоры будут установлены в дальнейшем. Но мы оставались здесь на один день, в принципе, нормально, потому что если вы остаетесь в старом городе, вам есть что посмотреть. Завтраки здесь сытные, соответственно, с чаем, обязательно с фруктами. Картинку тоже вставлю. Так, теперь наша комната. Так, отсюда у нас вход. Сейчас у нас полный бардак, потому что через определенное время мы уже покидаем, поэтому мы все раскидались. Не обращайте внимания. Имеются 2 окна. У нас 4 кровати. Возможно, в этой комнате было 3 кровати, но я попросил, потому что нас все-таки 4. Они, видно, подготовили. По ценникам точно так же $15, это включая брекфаст на одного человека. Когда мы приехали, нам понравилось, потому что сама комната, видите, тоже в традиционной манере. Все с этими полочками. Отреставрированный потолок. Узоры, лепка, все присутствует. И деревянный пол. В этой комнате также нету телевизора, имеется кондиционер, деревянные кровати, матрасы нормальные. Единственное то, что вот этот матрас, он немного такой съехавший, но это возможно, потому что его здесь и не было. Мы попросили дополнительный матрас, поэтому они, видно, дополнительно в скором времени установили. Все очень красиво, необычно. На традиционный манер двери, они низкие, имейте в виду. Я 2 раза стукался головой,
Потому что раньше двери делали такие маленькие, и, как я спросил у хозяина, там что-то по традиции, вроде как кланяешься, ты должен нагибаться, это своего рода поклон дому. Вот все эти двери как были, я так понимаю, с того времени, они так и остались, их не трогали. Вот эти штуки, все эти полочки, я изначально думал, что они сделаны из дерева, потом, как оказалось, они сделаны из гипса, вот тонкий гипс, непонятно, как это все вырезалось, и по практичности, я боюсь, если туда-сюда что-то вставлять, эти полочки, вот эти штучки могут отлететь, потому что гипс, он такой хрупкий. При входе есть ниша для обуви, там вода, фрукты, при входе тоже нас угостили. Кругом имеются занавески. Я только заметил, здесь у них стоит вентиляция. Вот такие решетки, они сделаны для вентиляции. И там нету стекла. То есть сейчас вот это все продувается. Это сделано в старом стиле, чтобы летом была вентиляция, чтобы было прохладно. А зимой, чтобы свежий воздух все-таки заходил в комнату. Так, белье проверял, все чистое, волос, ничего такого не нашел. Кондиционер дует на коридор, но, правда, под утро, несмотря что сейчас август и жаркое время, под утро все равно стало немного так холодновато, пришлось выключить кондиционер, а так мы ставили на 27 градусов. Туалет тоже, видите, в каком азиатском стиле, подобрана плитка. Единственное, есть пару минусов, которые я сказал ребятам. Здесь унитаз, он немного бегает, потому что там, скорее всего, силикон отвалился. Но это можно просто засиликонить, он встанет все на место. Вот эти трубки, я пару раз об них ударялся, потом спросил владельца, для чего они нужны. Ну, хотя я таки понимал, что это, скорее всего, для батареи. И когда они установят батареи, эти трубки, они пропадут, батарея, она встанет вплоть к стене. Пожелание для всех отелей, вот такие фены не ставить, они очень неудобные. С ними никуда далеко не отойдешь, приходится стоять очень близко к раковине. Почему бы не купить простой фен? Они стоят одинаково, даже, возможно, намного дешевле. И вы можете этот фен взять в комнату и в комнате просто высушить. Я не думаю, что кто-то такие фены уже, ну, все-таки 23-й год, и кто-то такие фены будет таскать. Все присутствует. Там мыло, шампуни, вплоть даже до зубной щетки. Все как в отелях есть. Единственное пожелание, ну вот по плитке. Плитка выглядит красиво, по-азиатски. Но на полу такая же плитка, как и на стене, она немного скользкая. Поэтому чуть-чуть будете скользить. И наклон воды нужно было сделать чуть-чуть побольше, потому что вода иногда отстаивается здесь. Мы остаемся только один день, нам дали кучу полотенец, поэтому мы все полотенца здесь собрали. Нам столько полотенец не нужен. Каждому полотенцу дается почему-то коврик для ног. Скорее всего, коврики для ног, они для кровати, я так понимаю. Но мы используем просто их в туалете. Тапочек нет, это тапочки мы с собой просто привезли. В общем, вот такое место, очень бюджетное. Если вы планируете посетить Бухару, особенно старый город, здесь много подобных гестхаусов, но много есть именно отелей, где на одного, на двух человек комната, а здесь, вы видите, можете поместиться сразу целой группой, плюс у вас есть такая фишка, именно почувствовать себя в доме, в узбекском доме, тем более в таком старом доме, вот как была комната, я не знаю, там 1000 лет назад, она так и осталась. Я изначально просто не рассматривал никакие хостелы, там, гестхаусы, в основном только отели. Но когда мы приехали в один из гестхаусов, я увидел, что к нам дали целый дом, поэтому отношение к гестхаусу у меня сразу поменялось. Тем более есть гестхаус, есть хостелы, где вам просто дается не комната даже, а кроватка. А здесь в семейном гестхаусе вам дается полностью комната. На данный момент ребята по одному человеку не набирают, потому что в комнате все-таки 2-3 места, поэтому более 2 людей, я думаю, где-то как минимум $30 вы заплатите за комнату. Хотя у них сейчас строится еще одна комната,
Там будет поменьше, я думаю, на одного человека.